Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим гибридные наушники от компании SIMGOD стоимостью $219. И приходят они в небольшой коробке с очень приятным оформлением. Здесь имеется на лицевой части изображение самих наушников, вверху есть логотип компании, а также здесь указано название этой новой модели ET142. Ну а сзади уже указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает планарный излучатель диаметром 12,5 мм и пьезоэлектрический драйвер, что является довольно необычным решением поставить его здесь. И что самое интересное, это то, что до этого мы с вами подобной конфигурации еще нигде не встречали. Но чувствительность у этих наушников составляет 118 дБ, и они получили сопротивление 14 Ом. И несмотря на это, я могу сказать, что это не самые простые на раскачку наушники. Все-таки требования от планарного излучателя тут сразу ощущаются. Поэтому учитывайте этот момент перед покупкой этих наушников. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно, и я уверен, она вас очень удивит. Наушники, сертификат качества, два набора коротких звуководов, один с красной резинкой, а другой с черной. Еще один дополнительный набор золотистых звуководов вот с такой вот желтой резинкой. Три набора качественных силиконовых амбушюр, инструкция по использованию наушников, два дополнительных набора сменных резинок в разных расцветках, один набор вот таких вот губок, хороший фирменный кейс для хранения наушников и шикарный кабель SIMGOD LC7 с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. Сюда можно поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм джек. Наушники выполнены полностью из металла, они довольно крупные и имеют, как по мне, очень приятный внешний вид. И на лицевой части у них здесь имеется логотип компании SIMGOD и золотистый винтик, а чуть ниже находится надпись SIMGOD на обоих наушниках. Но здесь уже располагается стандартный разъем 2 пин для подключения комплектного кабеля и находится первое отверстие для компенсации. А на внутренней части находится надпись ET142 и указана конфигурация используемых излучателей в этих наушниках. Но еще здесь есть маркировка канала и находится второе отверстие для компенсации. А вот звуководы у этих наушников, как вы уже, наверное, догадались, они, понятное дело, съемные. И вы можете сюда поставить как более короткие, которые обладают более теплым и нейтральным звучанием с более выраженным басом, так можно поставить вот такой вот золотистый, который как раз таки соответствует цели SIMGOD 2023 и обладает более энергичным и более ярким звучанием. Либо можно поставить вот такой, как в моем случае, красивый титановый звуковод, который обладает, как по мне, более сбалансированной подачей звучания, но при этом с по-прежнему хорошо сохраненной энергетикой и эмоциональностью в подаче средних частот. В общем, тут уж смотрите, ребята, сами. Тут кому что больше по душе. Но и не забывайте, что звуководы здесь также влияют на посадку. Кому-то подойдут более короткие, а кому-то больше понравятся длинные. Благо тут есть выбор буквально для всех, и это очень радует. Ну и сидят в ушах эти наушники отлично, проблем с посадкой у меня никаких не было, несмотря на то, что эти наушники получились довольно крупными. Но что с комплектными амбушюрами, что с любыми другими, тут есть как и отличная звукоизоляция, так и очень даже глубокая посадка, особенно при использовании длинных звуководов, хотя и с короткими в этом плане тоже все в порядке. Ну и конечно также стоит отметить шикарный комплектный кабель у этих наушников. Это, как по мне, уже чисто истинный аудиофильский кабель высокого уровня. Он не путается, имеет хорошо сформированные заушины и очень удобен в использовании. И как вы понимаете, менять его вообще никакого смысла нет. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат гибридные наушники SIMGOD ET142. И вот так выглядит график частотной характеристики этих наушников при использовании титанового звуковода и золотистого. То есть разница между ними на измерениях тут небольшая. И в обоих случаях мы имеем усиление
усиления низких частот на 11 дБ, расслабленную область нижней середины и усиление в области верхней середины ближе к 2 кГц. Разве что с золотистым звуководом будет чуть больше, но на слух я также слышу, что и высоких частот с золотистым звуководом будет больше, то есть с золотистым звуководом еще более воздушная и энергичная подача, а вот с титановым чуть менее яркая на высоких частотах и примерно такая же на средних частотах. Но, конечно, возможно, кому-то такая энергичная и более дерзкая и знакомая для всех фирменная подача Симгод не подойдет. И вот уже в таком случае на помощь нам приходят два коротких звуковода с красной резинкой и с черной. И вот уже между ними здесь разница более заметна. И при использовании короткого звуковода с красной резинкой мы здесь имеем куда меньше акцента в области верхней середины, что делает звучание в этом диапазоне максимально теплым и нейтральным, то есть без какой-либо добавочной энергичности при сравнении с титановым и уж тем более золотистым звуководом. Но также возможно, что кому-то покажется, что наушники теперь стали звучать уже прям слишком тепло и нейтрально. И тут уже, так скажем, для большего баланса и сохранения небольшой все-таки энергии в области верхней середины как раз отлично подойдет звуковод с черной резинкой, который почти идеально подходит под мой таргет. Разве что тут имеется спад после 15 кГц, но это на самом деле мелочь. И в предыдущем обзоре мы с вами в этом очень хорошо убедились. Ну а теперь давайте все-таки разберем звучание этих наушников более подробно. И я вам сразу скажу, что по большей части я прослушивал их с коротким звуководом с черной резинкой. И лишь иногда для сравнения переключался на золотистый и титановый звуковод. Низкие частоты в Симгод ET142 это на самом деле нечто особенное. В этих наушниках басы проявляют себя очень мощно, выразительно и, что важнее всего, практически с невероятной четкостью и скоростью, благодаря использованию планарного излучателя. И басы в этих наушниках обладают очень характерной для этого типа драйвера плотностью и детальностью, что делает их не только глубокими, но и очень точными и прозрачными в своей подаче. И я надеюсь, что уже все аудиофилы в курсе, что как раз таки одной из ключевых особенностей планарных излучателей является их способность воспроизводить низкие частоты буквально с молниеносной атакой. И с этим в ET142 реально все в порядке. Басы звучат невероятно быстро, не теряя ни плотности, ни структуры, и даже в самых тяжелых и динамичных треках это позволяет вам услышать самые такие мелкие детали, такие как текстура бас-гитары или легкие микроакценты в ударных. Причем, что интересно, несмотря на глубину, басы в этих наушниках не перегружают звучание, а скорее добавляют ему необходимой полноты, оставаясь при этом очень прозрачными и чистыми. Да и панч и ударность тут на высоте. Буквально любой трек, где есть акцент на ударных или басовых партиях, будет звучать в этих наушниках очень уверенно. Все-таки 11 дБ усиления низких частот, это вам, ребята, не шутки. И самое главное, что тут четко выделяется начальная атака баса, и его вот это буйное давление ощущается без какой-либо лишней аналоговой грязи или размытости, так как здесь все на месте. И энергия, и фокусировка на ударе, и контролируемая плотность, и самое главное, необходимое количество баса, которого должно хватить точно большинству слушателей. И если вы любите музыку с очень активными и более выраженными низами, например, прослушивая хип-хоп, современную электронику или тяжелые рок-композиции, то ET142 точно вас здесь не разочарует. Здесь вы получите не только реальную мощь, но и всю ту точность и чистоту звука, которая как раз и отличает планарные драйверы от других типов излучателей. Бас в этих наушниках не просто как-то легко там заполняет собой пространство, а он добавляет к звуковой картине то, что обычно ускользает в других наушниках. И в целом эти наушники с их планарным излучателем предлагают нам не просто какой-то бас, а именно тот бас, басище, который требует точности, скорости и заметной выразительности, с отличной динамикой и чистотой в своей подаче. И вот это все сочетание делает Симгод ET142 в этом диапазоне не просто мощным набором, но и максимально контролируемым и детализированным. И сразу скажу, что здесь они мне очень напомнили наушники Симгод EM10. Это тоже были далеко не скромные наушники по воспроизведению низких частот. Ну а вот средние частоты в Симгод ET142 это тот редкий случай, когда тепло и энергичность просто прекрасно сочетаются, создавая практически идеальный баланс для прослушивания. И в этих наушниках средние частоты звучат достаточно сдержанно, но при этом сохраняют свою эмоциональность и динамичность. И как я вам сказал уже ранее, благодаря короткому
хорошему звуководу, который очень сильно, поверьте мне, вносит свой вклад в этот диапазон, вы получаете более спокойную и буквально плавную подачу с определенной теплотой, которая вас буквально укутывает и просто уносит музыку. И в этом случае любая музыка воспринимается очень органично, без какой-либо лишней агрессии, но при этом не теряет своей заложенной энергии, что очень важно, так как эти наушники не уходят в какую-то скучную и сухую мониторность. Однако стоит отметить, что при использовании титанового или золотистого звуковода звучание этих наушников уже становится значительно более драйвовым и дерзким, и все, кто слушал хоть одну модель наушников этого бренда, думаю, сейчас прекрасно понимают, что я имею в виду. И средние частоты с длинными звуководами становятся более энергичными, с более ярко выраженной динамикой, где каждый элемент звучания и переходные процессы выделяются еще четче и отчетливее. И такой вариант подачи придает больше яркости и экспрессии в вокальных и инструментальных партиях, делая подачу более выразительной и с акцентом на драйв и эмоции, так как инструменты и голоса звучат заметно насыщеннее и больше выдвигаются вперед по построению в звуковой сцене, что особенно подходит для жанров, где важна как раз таки вот эта более активная и эмоциональная подача. Ну и любители именно такого звучания должны как раз больше оценить именно ее. А если вы любите больше сдержанную, такую теплую, гладкую подачу, то смело используем короткие звуководы. Я думаю, что определиться вам тут будет совершенно несложно. Пару дней послушали с одним и сразу записали свои ощущения и на что вы обратили внимание при прослушивании, а потом взяли послушали с другим звуководом. И вот тогда уже можно будет смело определиться, где и что вам больше понравилось. И советую вам послушать эти наушники именно пару дней, а может и даже неделю, а не пару минут, так как за пару минут вы точно ничего не поймете. Плюс не забываем, что планарный излучатель требует длительного прогрева, поэтому поразмышлять о более лучшей настройке для вас тут определенно необходимо, и торопиться в этом плане, ребята, точно не стоит, поверьте мне. Ну и в целом, подводя итог, средние частоты в SimGod ET142 это буквально идеальное сочетание теплоты, детальности и динамичности, с возможностью адаптировать звук под свои предпочтения, благодаря как раз таки разным типам звуководов. Вокал и инструменты в этих наушниках звучат очень натурально, с хорошим ощущением пространства и детализированности, оставаясь максимально открытыми и выразительными в своей подаче. Но вот высокие частоты в этих наушниках имеют на удивление очень спокойный и сдержанный характер. Они не агрессивные, не резкие и самое главное не яркие при использовании коротких звуководов. Но золотистым же звуководом подача в этих наушниках переходит на куда более яркую и при этом более техничную подачу. То же самое касается и титанового звуковода. Но лично мне высоких частот в этих наушниках спокойно хватало при использовании коротких звуководов. Но если так оказалось, что вам их все-таки мало, то, ребята, не стесняйтесь и смело ставьте титановый либо золотистый звуковод, если вам уж прям их совсем не хватает. Ну что, всякое бывает. Но лично мне очень понравилось, что в этих наушниках высокие частоты звучат более нейтрально, чем в других моделях SimGod, с хорошей детальностью и разрешением, сохраняя при этом отличную прозрачность и воздушность. Да, может не такую рекордную, как в предыдущих моделях, но тем не менее она есть и никуда от нас ее не скрыли. И мне нравится, что в подаче вот высокие частоты в этих наушниках очень открыты, чтобы передавать вам все тонкие нюансы музыки, но без чрезмерного выделения этих деталей, что делает звучание, как по мне, более комфортным и натуральным. И я считаю, что пьезоэлектрический драйвер тут очень хорошо даже делает свою работу, и у меня уже были далеко не одни наушники именно с таким типом излучателя, и особых вопросов никогда не возникало. Ну и также я отмечу, что в отличие от более ярких моделей этого бренда, например, можно вспомнить SimGod EA1000, тут высокие частоты не создают ощущения какой-то шершавости или излишней остроты, и вот это уже будет важно для тех, кто ценит комфорт прослушивания, особенно при длительном, так как здесь нету каких-то резких пиков или неприятных тембральных, так скажем, дефектов, которые могут быть как раз таки очень раздражающими. Вместо этого высокие частоты тут звучат очень плавно, аккуратно и без лишней резкости, но при этом сохраняют хорошее разрешение, позволяя вам слышать практически все детали. И вот это, как по мне, делает их прекрасным выбором для тех, кто предпочитает более нейтральное и менее навязчивое звучание в этом диапазоне. Ну и в целом высокие частоты в SimGod ET142 это чистота и прозрачность с акцентом на комфорт и натуральность. Они не перегружают и не утомляют ваш слух, оставаясь в
при этом достаточно детальными и воздушными, что делает эти наушники очень универсальными для широкого спектра музыкальных жанров. А вот звуковая сцена в Simgut ET142 действительно удивляет своей широтой и точностью благодаря довольно сбалансированному звучанию всех частот. И при прослушивании сразу заметно, что пространство в этих наушниках отрисовано очень хорошо, и при этом не теряется ни одна даже самая мелкая деталь, как на фоне, так и по краям и даже по центру. И вот одним из ключевых аспектов этих наушников является вот прекрасная, просто реально прекрасная проработка глубины сцены. Звуки не сливаются как-то в одну плоскость, а четко распределены по всему пространству, создавая ощущение настоящего объема, примерно на уровне топовых Simgut EM10. Вокалоизолирующие инструменты выдвигаются вперед, не теряя своей естественной позиции, а уже оркестровые или многослойные композиции звучат прям очень круто, раскрываются не только в глубину, но и в ширину, позволяя вам легко отслеживать как и передний, так и задний план. И вот это как раз таки дает ощущение, что вы находитесь в самом центре музыкальной атмосферы, а не, так скажем, на площадке вот этого звукового потока. И особенно радует отличное разделение инструментов в сложных композициях. Например, в оркестровых произведениях или многослойных тяжелых рок-треках каждый элемент остается как бы отдельным, четким и легко различимым. Микродинамика в сочетании с хорошей пространственной проработкой помогает вам улавливать мельчайшие детали, такие как изменение позиции инструмента или дистанции между различными звуковыми источниками. И также стоит отметить, что звуковая сцена в ET142 довольно широкая, и звуки не ограничиваются только областью перед вами. Они имеют реально очень хорошее горизонтальное разделение, позволяя вам прочувствовать вот этот весь масштаб записи, особенно прослушивая различные живые концерты. И подводя итог, звуковая сцена в этих наушниках — это реально то пространство, которое глубоко и широко охватывает весь диапазон, делая музыку живой и многослойной, без лишней путаницы или каких-то упрощений, как в бюджетных наушниках. И как по мне, это реально довольно атмосферное и натуральное представление, которое понравится любителям как детализированных, так и более объемных звуковых картин. Но вывод у меня получился таков: Simgut ET142 — это действительно крутые гибридные наушники, которые удивили меня своей богатой комплектацией и очень техничным и сбалансированным звучанием. Они используют планарный излучатель и пьезоэлектрический драйвер, что дает нам очень интересный звук на выходе. Детальный, четкий, быстрый, но при этом с очень глубокими басами и приятной теплотой в подаче средних частот. А самое классное — это возможность менять звуководы и уже настраивать звук под себя. Хочешь теплый и расслабленный звук с акцентом на низкие частоты? Окей, без проблем, просто поставь короткие звуководы. Ну а хочешь получить более яркий, энергичный, детализированный звук, то хорошо, просто используй длинные звуководы. Да и комплектация тут реально тоже радует. Кабель максимально у них качественный, удобный, плюс в этот раз есть куча разных амбушюр в комплекте. И самое главное, что сидят в ушах эти наушники очень комфортно, даже если слушать их часами напролет. В общем, если вы ищете наушники, которые могут все от глубокого баса до достаточно детальных высоких частот, то ET142 точно заслуживают твоего внимания. Они подойдут как для любителей просто послушать музыку вдумчиво и аналитично, так и для тех, кто хочет просто реально покайфовать от звука. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, находится в описании и закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!